Я думаю, что политическая система Туркменистана сегодня достаточно устойчива. Ожидать, что, так сказать, данные выборы станут поводом для каких-то попыток организации революции по типу арабской весны, в общем-то, не приходится. Есть ряд, так сказать, внутренних противоречий, связанных, там, скажем, с уровнем жизни населения, с межплеменными отношениями. Ну, в общем-то, я думаю, что сегодня они в значительной степени купированы. Есть проблема, которая была характерна в свое время там, для целого ряда режимов в странах Магриба и, так сказать, Ближнего Востока, там, скажем, связанная с переизбытком молодого населения с высоким уровнем безработицы, то есть вот этот вот поколенческий разрыв, но пока эта проблема не является критичной. То есть я думаю, что если брать экономическую ситуацию в Туркменистане, то главная проблема это все-таки ограничения по маршрутам, потому что, на мой взгляд, учитывая, видимо, ситуацию в регионе Афганистана, Пакистана, которая будет только ухудшаться, я думаю, что там газопровод ТАПИ вряд ли будет там дальше развиваться каким-то образом. Есть риски, связанные с Ираном, соответственно, иранское направление тоже, в общем-то, достаточно рискованное. Есть нерешенные вопросы с Каспием, соответственно, под вопросом транскаспийский газопровод. Я думаю, что фактором долговременным внешнего риска может являться вопрос такой вот односторонней переориентации Туркменистана в последнее время на Китай, в меньшей степени на другие страны, так сказать, азиатские, такие как Турция, Малайзия и так далее. Вот, потому что, ну, собственно, если мы вспомним, скажем, по последним событиям, которые происходили в ближневосточном мире, очень часто именно, так сказать, активизация сотрудничества с Китаем была одним из факторов, так сказать, внешнего риска. Поэтому я думаю, что я о внешних рисках больше много не буду говорить, потому что вот соавтор доклада Андрей Казанцев об этом еще скажет. Но я сказал бы, что как бы, если Туркменистан будет проводить достаточно грамотную внешнюю политику, не раздражать инвесторов, все-таки давать им возможность понимать перспективу, обеспечивать какую-то минимальную прозрачность, то я думаю, что если не будет внешнего давления, то режим может быть, в общем-то, на протяжении еще нескольких лет, а может быть даже десятков лет достаточно устойчив. Регион Центральной Азии в настоящее время, возможно, в течение ближайших 2-3 десятилетий даже, то есть речь идет о очень долгосрочной перспективе, в целом не только Туркменистан, будет испытывать очень серьезные внешнеполитические риски, связанные с целым рядом обстоятельств. И, соответственно, конечно, эти риски затрагивают и Туркменистан, и специфическим образом обостряют все существующие в этом государстве проблемы. Значит, я бы выделил 4 основных риска международных, которые сложились вот в ситуации вокруг Туркменистана. Значит, прежде всего я бы упомянул доклад Global Risks, который был составлен и выпущен перед Давосским форумом, в котором перечислялись прежде всего социально-экономические, политические и так далее риски, которые имеют глобальные аспекты, но сказываются и на государствах типа Туркменистана, имеющих высокую сырьевую зависимость, зависящих от импорта продовольствия и так далее. Значит, там целый ряд параметров, которые имеют, я повторяю, глобальные масштабы, но тем не менее могут сказаться и на Туркменистане, подчеркивался. Речь шла прежде всего о проблемах с обеспечением продовольствия в ситуации с быстро растущим населением, поскольку, как известно, цены на продовольствие растут в мире в целом. Речь шла о очень высокой нестабильности цены на энергоносители в мире. Речь шла также о проблемах экологических кризисов. Вот в ситуации, конечно, такой страны, как Туркменистан, которая достаточно уязвима для такого рода внешних шоков, вот эти риски, они, на мой взгляд, имеют большую важность и, конечно, должны каким-то образом учитываться в политике как самого правительства Туркменистана, так и всех внешних игроков, которые с ним взаимодействуют. Значит, второй риск – это ситуация вокруг Афганистана.
Значит, на самом деле это очень большой риск для всех окружающих Афганистан государств, потому что, как известно, силы западной коалиции предполагают оттуда уйти. Был озвучен путем утечки, в том числе информации, ряд сообщений и докладов о том, что очень высока вероятность того, что Талибан придет к власти, в том числе с пакистанской поддержкой, сразу же после ухода боевых частей, я подчеркиваю, США и НАТО. В этой ситуации, конечно, для всех окружающих Афганистан государств, и тут я позволю себе вернуться даже к ситуации, которая сложилась в конце 90-х годов, риск может повториться, который уже имел дело тогда. Да, конечно, Туркменистан в тот период избежал рисков, сумел относительно избежать рисков за счет того, что сумел договориться со всеми афганскими игроками, но сумеет ли повториться эта ситуация, это очень большой вопрос, потому что США, и тут я уже перехожу к третьему ключевому риску, этот риск обострения борьбы основных внерегиональных игроков вокруг Центральной Азии. Так вот, США собираются переводить основной упор в поставках своих вооружений, войск и так далее в Афганистан на северный маршрут, потому что в настоящее время, как известно, южный маршрут поставок практически заблокирован. В том числе очень большое внимание сейчас в американской политике придается Туркменистану. Соответственно, будет усиливаться давление на Туркменистан. Последний, четвертый риск – это ситуация вокруг Ирана. Здесь в случае возникновения серьезных боевых действий на территории Ирана, конечно, Туркменистан может серьезно пострадать, особенно если удару подвергнутся иранские ядерные объекты, это экологическое загрязнение там, и так далее. Сейчас в выборах участвует 8 кандидатов. Не 5, как на прежних выборах, а 8. Но, наверное, это с формальной точки зрения говорит о шаге вперед. Особенно если мы будем сравнивать с выборами 90-го года, 92-го года, которые были безальтернативные выборы. Действительно, с моей точки зрения, улучшилось информационное обеспечение этих выборов. То есть вот газеты Туркменистана, они стали куда больше публиковать материалов, посвященным выборам. Проводятся там всякие встречи. Конечно же, можно искать и в этом, и в другом, и отрицательные моменты. Они, наверное, были. То есть, если на прошлых выборах, насколько я понимаю, избиратель туркменский должен был вычеркивать все те фамилии кандидатов, с которыми он не согласен, то сейчас этого делать не требуется, достаточно поставить одну галочку против той фамилии, за которую он голосует. И графа «против всех», которая раньше была, сейчас, насколько я понимаю, по новому законодательству не присутствует, не будет присутствовать в бюллетенях. Кстати говоря, вот сравнивать с Россией, тоже достаточно любопытно. В туркменском законодательстве написано, что есть возможность, но термины «дебаты» в электронных СМИ там не используются, а есть термин там «круглые столы», «дискуссии». Так вот, в дискуссиях, в таких дискуссиях обязаны принимать участие кандидаты. Никаких доверенных лиц, это прямо зафиксировано в законе, в этих самых дискуссиях принимать участие не могут, хотя эти доверенные лица, конечно же, есть. Есть много других достаточно любопытных моментов. Ну, в прошлом месяце был принят закон о политических партиях. Я хочу сказать, что с формальной юридической, повторяю, с формальной юридической точки зрения, этот закон тоже является шагом вперед. Для того, чтобы, скажем, организовать политическую партию, нужно всего-то там незначительное число собрать голосов сторонников. Равно как и выдвижение на нынешнем этапе, на этапе этих выборов можно было выдвигаться и от политических партий, и от общественных организаций, и от инициативных групп избирателей. Причем под инициативными группами избирателей понимается не то вот число подписей, которое у нас достаточно большое, а там 10 тысяч подписей, с там, оговоренностью, что не менее 1/3 из них должно быть подписями из этрапов, то бишь районов или городов с правами этрапов. То есть это не меньше 300 человек в этих этрапах должно быть. На самом деле эти меры куда более либеральные, чем существует в той же Российской Федерации. Даже если мы будем сопоставлять численность населения двух наших стран. Мы знаем прекрасно позицию сегодняшнюю Туркмении, которая заключается в том, что транскаспийский газопровод – это дело двух стран, Туркмении и Азербайджана, и вовсе не стоит привлекать и спрашивать все остальные каспийские государства
Ну, то есть, грубо говоря, в переводе на русский, Россию никто тут спрашивать не собирается. Будем строить, если мы договоримся друг с другом. Но на самом деле мы знаем, что Туркмения и Азербайджан имели непростые отношения, они связаны с рядом территориальных споров вокруг месторождений на Каспии. Но теперь все это решено, и, в общем-то, согласие между Туркменией и Азербайджаном существует. При этом газопровод не строится. И понятно, почему он не строится, потому что, конечно, Россия не может согласиться с началом его строительства. Я не скрываю свою позицию, я считаю, что юридически позиция России абсолютно обоснована. В силу нехватки времени я не буду вдаваться сейчас в детали старых еще советско-иранских договоров. Все это можно сделать легко. Но напомню, что там действительно, если мы говорим, скажем, про судоходство, то вопросов нет. Не случайно я никогда не критиковал проекты строительства, скажем, станций по поставке CNG, то есть компрессованного, компримированного газа, а были такие проекты. Другое дело, что с экономической точки зрения строить такие проекты и возить через Каспий, что СПГ, сжиженный газ, что компрессионный газ, ну просто бессмысленно, но если такое желание есть, юридически здесь в Туркмении никто не может помешать, она имеет право это сделать, но она не делает, потому что это экономически нецелесообразно. А вот с трубой ситуация более тонкая. Еще раз говорю, абсолютно убежден, что позиция России здесь с юридической точки зрения обоснована. Другое дело, может быть, что это не говорится так часто и, может быть, чуть поагрессивнее. И я считаю зря, потому что я не понимаю, чем занимается, например, российский МИД. Видимо, у него другие приоритеты. Вот вижу, тут говорится, что надо Бута вернуть обязательно на родину. То есть, может быть, это более значимая задача, чем ситуация с Транскаспием. Но я не вижу какой-то особой активности профессиональных российских дипломатов. Раньше у нас там хоть спецпредставитель там иногда что-то говорил по Каспию. Где это все? Это, я считаю, очень большая ошибка. Нужно постоянно разъяснять и напоминать позицию России, чтобы мы не довели дело до крайности. Мне иногда приписывают такую очень радикальную позицию. Я вовсе тут не сторонник демонстрации там, мускулов или чего-то еще. Я просто говорю, что, безусловно, Россия с юридической точки зрения права и имеет право, на мой взгляд, использовать все возможные механизмы для того, чтобы Транскаспий не состоялся. Абсолютно убежден, конечно, что для нас это серьезные риски и проблемы, да и, как ни парадоксально, это может быть серьезной проблемой и для Туркмении. Что я имею в виду? Очень коротко. Я думаю, что на самом деле, действительно, ведь Туркмения начала уже, вот раньше Туркмения мечтала о диверсификации поставок. Она начала эту диверсификацию. Построен газопровод в Китай. Повезло ли Туркмении с этой диверсификацией? Стала ли она зарабатывать больше от этого? Платит ли Китай хорошую цену? Нет, мы все прекрасно знаем, что сегодня Туркмения поставляет газ в Россию, в Иран и в Китай. Известно, что Россия платит самую высокую цену. Россия давно уже перешла на принцип нетбека. То есть фактически мы платим европейскую цену минус стоимость транзита. Это не является секретом. Китай платит совершенно иную цену. И мне кажется, для туркменских элит вообще это было серьезным шоком. Конечно, мы понимаем, что сейчас... Тут упоминалось же слово Набуко. Проект Набуко находится в состоянии клинической смерти, потому что единственный газ, который есть, это газ Азербайджана со второй части Шах-Денис, но его не хватит. Там уже на 49 миллиардов только труб заявлено. Там Набуко, конечно, остается в минусе. Единственное, что может спасти, конечно, Транскаспий, но поэтому в последний год мы видим, как активно Брюссель, Вашингтон обхаживают Туркмению. Вот это все время там спецпредставители различные приезжают, там от Монингстара там до... собственно, и до Барозу и так далее. И все говорят, давайте стройте, вперед, вперед, вперед. Понятно, здесь интересы Европы. Вопрос возникает, выиграет ли Туркмения от того, что она сумеет выйти напрямую на европейский рынок и попытаться таким образом обрушить цены, ну, по крайней мере, в обозримой перспективе. Конечно, Россия не в восторге от такой идеи. Вопрос возникает, выиграет ли Туркмения от подобной политики. И, кстати, я думаю, что здесь Туркмения пока поступает очень мудро, когда она все время говорит про строительство Транскаспия, но пока не приступает. Почему? Потому что она должна понимать, что в случае жесткой реакции России, когда Туркмения обратится за помощью к своим партнерам, например, в Брюссель или Вашингтон, неизвестно, собственно, какие гарантии сегодня может дать Брюссель, например, в случае сверхжесткой реакции России на начало строительства этого газопровода. Поэтому здесь, на мой взгляд, Туркмения в очень сложную игру себя впутывает. А что касается России, то, конечно, она не согласна со строительством Транскаспия, никогда с этим не согласится. И, еще раз говорю, эта позиция и экономически оправдана, и юридически обоснована.